Все одна маята, и никто рассказать не умеет. Что было, то и будет, и что творилось, то и будет твориться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это новость. А все уже было в веках, что прошли до нас. Много масок у истории, неисчислимы они. И одна из этих масок — маска Инквизиции. В 1486 году с благословения папы Иннокентия VIII и одобрения теологического факультета в Кёльне была издана книга, озаглавленная «Молот ведьм» и написанная упоминавшимися папой в булле монахами-инквизиторами. Эта книга приобрела огромную известность. Она стала авторитетной в кругах как светских, так и духовных лиц. В ней непосредственно на практике разбирались случаи договора дьявола с представителями рода человеческого. Мог ли кто-то предполагать, что «Молот ведьм» станет одной из самых губительных книг, которые когда-либо знала всемирная история? Это был катехизис Инквизиции, и смертоносные костры запылали по всей Европе. В течение только 16-17 века в одной Германии было сожжено свыше 100 тысяч человек. А по всей Европе в этот период насчитывается свыше 1 миллиона осужденных за колдовство. Дело доходило до того, что в Европе были города, в которых не осталось в живых ни одной женщины. Церковь, чтобы усилить свою власть, решила активнее бороться с демонами, то есть с самой природой. Ведь все, что касалось изучения окружающего мира в то время, было окутано демоническим облаком. Под видом магии, алхимии, астрологии, хиромантии, медицина, которая была лишена прочных физиологических и других оснований, искала панацею против болезней в борьбе путем различных мистических алхимических средств с дьяволом прежде всего. Так, например, лондонский врач Роберт Флуд объяснял происхождение болезней воздействиями на тело человека злых демонов, и его терапевтические средства заключались именно в борьбе с этими высшими силами. Другой врач, Себастьян Вирдик, полагал, что в природе действуют двойного рода духи, которые также находятся внутри человеческого тела и постоянно контактируют со своими сородичами, которые распространены в воздухе. В результате этого происходят различные состояния здоровья каждого конкретного человека. По его мнению, теплота, холод и всякие изменения температуры находятся под влиянием отдельных демонов, каждый из которых ответственен за ту или иную болезнь. Поэтому, да, все болезни были связаны с демонами. Многие ученые были свято уверены, что зарождение чумы связано с особой деятельностью инкубов и суккубов в борделях больших городов. Можно сказать, что все знание было проникнуто верой в таинственную власть скрытых повсюду духов и демонических сил. У людей просто не существовало других вариантов восприятия действительности, как в категориях дьявольского или божественного присутствия. Ведь Библия была единственной истинной картиной мира. Определить даже приблизительно количество жертв буллы Иннокентия VIII нет никакой возможности. Почти ежегодно публикуются различными провинциальными архивами протоколы процессов против ведьм. И жуткая картина обогащается все новыми и новыми подробностями. В течение 16 и 17 столетий в одной Германии было сожжено свыше 100 тысяч человек.
А по всей Европе за этот период насчитывается свыше 1 миллиона осужденных за колдовство. Дело доходило до того, что в Европе были города, в которых не осталось в живых ни одной женщины. Причина такого женоненавистничества скрывалась в самой Библии, ведь идея первородного греха – это идея соблазнения дьяволом, змеем, прародительницей Евы. Дьявол и мог усиливать свое влияние только через совращение человека, то есть через Еву. Ополчившись против всех дочерей Евы, церковь таким образом собиралась искоренить мировое зло, причем возраст в данном случае не играл никакой роли. Так, в Бамберге были сожжены 22 девочки в возрасте от 7 до 10 лет. Во время казни они проклинали своих матерей, научивших их дьявольскому искусству. В описании этого случая говорится: колдовство до такой степени развелось во всей Баварии, что дети на улице и в школах учили друг друга колдовать. А вот другой известный судья из Лотарингии, Реми или Ремигус, отличавшийся особой жестокостью в преследовании ведьм и сжегший в течение 15 лет своей практики свыше 900 женщин, издал в 1598 году книгу, в которой на основе свидетельских показаний ведьм подробно изложил, что происходит на шабаше. В этой книге он ссылается на протоколы и акты процессов, в которых он выступал генеральным прокурором. Впрочем, в конце своей жизни Ремигус вообразил себя одержимым дьяволом и донес на себя. И потом... дал добровольно сжечь себя на костре. По официальным данным, в 20 деревнях кругом Тира за 6 лет в конце XVI века было сожжено 306 человек. В 2 деревнях осталось всего 2 женщины. В местечке Геральдсгофене за год было сожжено 99 ведьм, а еще через год 88. В Нейсе магистрат построил для ведьм специальную печь огромных размеров, а в Бамберге был особенный дом для ведьм, где их держали до суда. Их кормили страшно солеными селедками, не давали воды и купали в кипятке, куда бросали перец. В Брауншвейге было воздвигнуто столько костров на площади, что современники сравнивали эту площадь с сосновым лесом. В народе господствовало такое возбуждение, что многие сами выдавали себя за ведьм. В Швеции известен ужасный процесс в селении Мора, в котором погибла масса детей. Процесс возник вследствие того, что у многих детей той местности по неизвестным причинам появились какие-то странные судороги, сопровождавшиеся обморочными состояниями. Во время этих припадков дети рассказывали, что они часто вместе с ведьмами летают на шабаш, и там сатана бьет их. Это и есть причина их недуга. Да пошла ты! Эти рассказы ввергли все население в состояние ужаса. По просьбе жителей правительство назначило специальную комиссию для расследования дела. Комиссия подвергла допросу около 300 детей. И эти дети рассказали во всех подробностях о своих поездках на шабаш. Кроме того, они говорили, что происходит на этих оргиях. Между прочим, по их рассказам, сатана на шабаше часто бьет и ведьм, и детей. Но иногда, напротив, он очень милостив и даже играет на арфе. Также, по рассказам детей, сатана любит, чтобы его жалели. И с этой целью он притворяется больным. Ведьмы за ним ухаживают и пускают кровь. А один раз, по рассказам детей, сатана даже умер на короткое время. Комиссия арестовала многих женщин, которые под пыткой сознались во всех преступлениях. Из них 84 были отправлены на костер, а вместе с ними сожгли еще и 15 детей. Приговор был объявлен во всеуслышание. И комиссия после совершения казни вернулась домой,
Причем ее осыпали выражениями благодарности со стороны населения. В церквях долгое время после этого возносились мольбы о защите страны от дьявола и о святости тех людей, которые совершили казнь. Боролись с дьяволом как могли. Так, например, Пьер де Лантер, королевский советник парламента в Бордо, издал в Лионе в 1595 году табель о рангах ангелов и демонов, в котором подробно излагалась иерархия демонической армии и давалось на основе самопризнаний и самодоносов осужденных подробное описание шабаша. Оргии обыкновенно совпадали с христианскими праздниками – Пасхой, Троицей, Ивановым днем, Рождеством, а также происходили в ночь с 30 апреля на 1 мая или Вальпургиеву ночь. Местом для этих сходок ведьмы выбирали перекрестки, кладбища, развалины замков или городские погреба. Посещение шабаша было обязательно для ведьмы. При открытии собрания сатана садится на трон, и все падают ниц перед ним, после чего подходят и отвешивают ему низкий поклон, повернувшись к нему спиной, и целуют ему левую руку, левую ногу и задние части тела. На шабаше все происходит наоборот. Они садятся в круг, а затем все начинают кружиться и плясать. И пляска сопровождается самыми бесстыдными оргиями, во время которых сатана предается блуду с каждой из ведьм, а затем начинается пиршество. Старшая ведьма шабаша садится рядом с сатаной, и все помещаются вокруг трапезы. Когда бьет полночь, все снова падают ниц перед своим повелителем. И это момент наивысшего поклонения сатане. К концу шабаша происходит черная месса. Сатана выходит на алтарь и пародирует мессу, повернувшись спиной к дарохранительнице. Вновь обращенных сатана крестит кровью и серой, и при этом все присутствующие издеваются над истинным таинством крещения и попирают крест ногой. Оргия продолжается до появления утренней звезды и пения петухов. Тогда все исчезает и разлетается в разные стороны, а на пути домой ведьмы разбрасывают свои яды и мази на поля, скот и людей и сеют вокруг порчу и пагубу. Костры инквизиции полыхали по всей Европе. Только вот у массовой одержимости были вполне научные причины. Некачественный хлеб, который производили из злаков, пораженных спорыньей. В то время хлеб был главным источником питания для людей. Склероций спорыньи содержит большое количество алкалоидов, наиболее ядовитый из которых – эрготонин. При употреблении в пищу вызывающие судороги и длительные спазмы гладкой мускулатуры. Также при отравлении наблюдаются расстройства психики, нарушение глазодвигательной функции, а спустя несколько месяцев – осложненная катаракта. Большие дозы приводят человека к гибели. Интересно, что большая часть этих симптомов считалась отличительным признаком одержимости и приводила людей на костер. Очищать хлеб от грибка нормально не умели. А из-за ухудшения климата в XIV веке ареал распространения спорыньи сильно увеличился. В результате отравление приняло масштаб эпидемии. Впрочем, охота на ведьм имела и вполне светские причины. Одной из них была попытка отвлечь внимание от внутренних проблем церкви. Доверие людей к главному религиозному институту было изрядно подорвано. Вначале эпидемиями чумы, потом великим расколом. Ведь в это время существовало вначале 2, а потом целых 3 папы римских. Каждый из них называл себя истинным наместником Бога на земле. Все они отлучали друг друга от церкви, а вот люди были в замешательстве. А ведь именно в таком состоянии приходит идея, что устоявшиеся порядки в корне неверны.
Казалось бы, в этой ситуации церкви нужно было вновь обрести доверие людей, но логика далеко не всегда была сильной стороной правителей. 6 пап подряд, начиная с 1471 года, делали все для того, чтобы кризис веры достиг своего апогея. Отдавали должности родственникам, продавали чины, сотрудничали с маврами, устраивали оргии, носили боевые доспехи вместо тиары и в конечном итоге продавали отпущение даже будущих грехов. Короче говоря, делали все для того, чтобы церковь навсегда изменилась, а Европа погрузилась в хаос религиозных войн на долгие-долгие годы. Нужен был внешний враг, как всегда. История ведь редко когда видит что-то новое. Когда внутри организации все плохо, отвлеки внимание участников. Заставь их сплотиться перед внешней угрозой. Особенно, если эта угроза повсюду. А тут ведьмы. Как же может быть иначе? Они ведь куда круче шпионов. Но ведь охота на ведьм не особенно помогла католичеству. Оно распалось, а костры остались. Только на них теперь сжигали не только колдунов, но и протестантов. Конечно, Иисус говорил: «Не убей». Но он просто не знал, как сложно управлять людьми. Особенно, когда одни регулярно сходят с ума под спорыньей, а другие создают новую религию и отказываются платить налоги. Церковь ведь нужно кормить. Не хлебом единым. Конечно, красиво звучит, но хлеба и зрелищ куда приятнее. Начавшись с попытки отвлечь внимание от внутренних проблем церкви, борьба с сатаной в итоге превратилась в настоящий политический террор. Подтверждение тому полотна Питера Брейгеля-старшего, который своими глазами видел, что творил герцог Альба в Нидерландах во славу испанской короны и Святой Церкви. И в этом, наверное, состоит общность всех преступлений в истории. Каждый из них осуществляется из благих побуждений, ведь признания в колдовстве добивались ради того, чтобы спасти душу подозреваемого от адских мук, которые будут ждать его потом, уже после смерти. Изучая историю Инквизиции, в очередной раз убеждаешься в истинности одной простой фразы: благими намерениями выслана дорога в ад. Итак, стоп. Не выключайте ни в коем случае. Я думаю, вы поняли, что этот выпуск занял у нас очень-очень-очень много сил. И мы бы никогда не сделали его без помощи определенных людей. Во-первых, огромное спасибо ребятам из клуба «Ротоборцы». Они предоставили нам все эти костюмы. Обращайтесь к ним, у них потрясающая мастерская. Конечно, спасибо Утопии Шоу за участие в проекте. Естественно, спасибо Ивану Дымову. У него есть свой, кстати, канал. Переходите, посмотрите его обязательно. Ну
Ну и самое главное, ребятам из Friends Hall Харизма, где прошла премьера для наших платных подписчиков. И еще один небольшой сюрприз и небольшие новости. Помимо того, что, естественно, нужно приходить в Харизму, отдыхать у них потрясающее пространство, очень-очень рекомендуем. Самое главное, что вы должны сделать, это посмотреть наш следующий выпуск, потому что мы готовим для вас небольшой сюрприз. Это будет выпуск про Ганса Гигера специально на Хэллоуин в рубрике «Как читать искусство». А пока вы можете прочитать мою статью про этого художника на Яндекс.Дзене. Ссылки будут в описании. Итак, поддерживайте наш проект. Мы устраиваем для вас действительно классные мероприятия. И до скорых встреч. Я расскажу вам про картошку.